Если меня спросят про самые мистические места Чехии, то в числе первых я с уверенностью назову костел святого Линхарта. Одиноко стоящий посреди огромного озера, в окружении кладбища и деревни 13 века, загадочно погребенных под толщей воды, он закрыт от человеческих глаз и недоступен для посетителей. Первое упоминание о костеле святого Линхарта задокументировано в 1276 году, когда в нем уже проходили службы священников деревни Мушев. Костел изначально получил темную славу, ведь святой Линхарт, покровитель заключенных и осужденных, приманивал людей со всего мира и стал местом паломничества всех преступников. Несколько раз костел загорался, его восстанавливали, но в конце 70-х годов была построена дамба, и соседнее водохранилище поглотило более сотни домов деревни, оставив церковь единственным уцелевшим зданием посреди огромного озера. Вокруг находится заповедная зона, поэтому доплыть на лодке невозможно. Или нет? Ну что же, я на месте. По левую руку от меня сейчас вот это восхитительное озеро, скалы. Ну а здесь, соответственно, этот наш самый костел. Расстояние, конечно, немножко далековатое, чем я ожидал, но тем не менее, когда это нас останавливало. Пойду разбирать вещи, ставить палатку, надувать лодку и отправляться в путь. Это будет, я чувствую, одно из самых моих рискованных, необычных и экстремальных приключений. Но, собственно говоря, все мы здесь за этим и собрались. Палатку поставили, костерок развели, но сейчас есть одно маленькое но. Сверху капает дождь, причем то усиливается, то становится меньше. Непонятно, что с погодой, и в таких условиях, особенно с техникой, с аппаратурой, не очень хочется, конечно, пилить на моей хлюпенькой лодочке к этому костелу, который находится в 700 метрах от этого места. Я только что посчитал, немножко охуел и предпринял сейчас решение о том, что или подождусь нормальной погоды, окончания дождя, поплыву вечером, или завтра утром уже с восходами утреннего солнышка я двину в свой путь. Посмотрим, короче, как это сложится. Не буду долго тут пиздеть. Глянем, как оно будет. Итак, я прождал всю ночь, потому что шел сильный, просто сильнейший ливень. Но теперь под утро, как видишь, распогодилось. И обалдеть! Перед нами открывается вот такой вот умопомрачительный видок. Да, и сегодня вот ты меня, дружище, ждешь. Пойду сейчас потихонечку надувать лодку. Надо будет только единственное, что придумать, как вот не десантироваться с этого берега, потому что здесь нормального подхода к нему так нету. Надо будет что-то придумывать, как-то может прорубить себе маленький входик и сквозь него пройти. Но костел, ты меня сегодня жди. Жди, мать. Размер, конечно, не самый подходящий, но в принципе для меня, я думаю, вполне сгодится. Самое главное доплыть и вернуться обратно. И весла, конечно, соответствующие. Да. Авантюра та еще.
базе. Все, отправляемся в приключения. Вот они сложно управляются, блин. Стоило, наверное, более нормальную купить. Так справимся. Так. Здесь какое-то маленькое течение. Оп, не разворачивает. Блядь, начинает дождь капать. Не хотелось бы плыть в лодке полной воды, блядь. Так, что с этим левым веслом? Тут снова. О, блядь, что не разворачивает? Вот, блядь. Сука, так. Стоп. Опень, что не разворачивает? Спокойно. Весла, конечно, просто отпад. Я плыву на какой-то кастрированной лодке, бля. И сверху еще начинает капать дождик. Замечательно. Сучья шлюпка. В общем, прикол какой. Я приплыл, мать его, на этот остров. Но тут какого-то черта косят траву, мать его. Я не знаю, что мне даже делать в такой ситуации. Попробую, что ли, выйти на берег. Не знаю даже. Я представить себе не мог, что на заброшенном острове посреди такого огромного озера кто-то будет, блядь, косить траву, сука. Это очень странно, блядь. Куда мне выйти даже, я хуй знает. Очень странная история, блядь, максимально. Пальцы даже не пройти. Пиздец какой-то. Тотально парашка, блядь. Hello. Не могу? А могу я нагрывать видео тут? Вот так вот и сплавали нахуй на заброшенный костел, который оказался нихуя не заброшенным, блять. Заебись. Просто охуенно. Запретная зона, блядь. И снова мне на этой шлюпке своей тарантайке плыть, блядь, туда. Заебись.
нет слов. Классный костел, да. Всегда бы так, сука, ездить по заброшенным местам. Они там что, коноплю выращивают, блядь? Классный вид, да? Я тоже так думаю. Что же, вот лодка, вот берег, вот я и вот костел. Ой, руки аж трясутся, устал пиздец. Обидно, обидно, конечно. Грустно и все такое. Сейчас буду лазить здесь, продираться сквозь заросли, вытаскивать лодку и двигать дальше. Ну что же, вот такая вот поездка у меня получилась по итогу. Не все, к сожалению, удалось реализовать. Преодолели много километров. Проплыл много метров, постарался, но, к сожалению, так и не попал, куда хотелось. Оказывается, что некоторые заброшенные места вовсе не заброшенные места. А также хочется сказать, что в Европе с заброшками, конечно, все очень-очень сложно. Они есть, но найти достоверную информацию о реально заброшенных местах, доступных местах, локации и все так далее очень-очень сложно. Поставь палец вверх, подписочку на канал оформи, потому что впереди у нас еще очень много интересных мест. Мы отправляемся в путешествие дальше, в Австрию, в Италию, а там мест интересных. Уф! В общем, едем дальше и let's go. Бэм!